Всем привет, с вами Вика. Вспомните советские времена. Тогда мы вообще не знали, что такое одноразовый пластик. А вынося мусор, мы просто высыпали его, приносили ведро обратно, мыли и использовали огромное количество раз. Бабушки мыли голову хозяйственным мылом, а на улицах стояли автоматы по продаже соков и газировки с сиропом и без, где стеклянный граненый стакан был один на всех. И никто от этого не умирал, так? Жили все. Сейчас огромное количество микропластика каждый год попадает в окружающую среду, нанося вред природе. Но практически для любой одноразовой вещи существует многоразовый аналог, который может быть лучше, функциональнее и полезнее для здоровья. Давайте поговорим о том, какие существуют возможные альтернативы при переходе на эко-варианты. Предлагаю вашему вниманию памятку, как начать производить меньше мусора. Путь к уменьшению отходов – это процесс, который занимает время. За один день или даже месяц не получится полностью перестать производить мусор. Поэтому не пытайтесь воплотить в жизнь сразу все. Наоборот, старайтесь привыкнуть к чему-то одному и только потом переходите к освоению нового. Конечно, подобных советов может быть очень много. Чтобы вам самим не перерывать весь интернет в поисках, я сделала это за вас и собрала наиболее базовые и простые шаги, которые сразу дадут хороший результат. Видео на эту тему у меня будет несколько. И сегодня мы разберем то, что связано с кухней. Для начала стоит отказаться от одноразовых пластиковых товаров в пользу многоразовых. И самое простое – это будут различные пакеты. Замените их на многоразовые сумки шопера или авоськи. Их сейчас существует огромное количество на любой вкус. И не обязательно их покупать, можно просто сшить. То же самое проделываем с одноразовыми пакетами для взвешивания продуктов. Заменяем их на тканевые или сетчатые мешочки. И, конечно же, их можно стирать, чтобы использовать снова и снова. А еще в них можно хранить различные фрукты, овощи, крупы, да все что угодно, не только продукты. Также существуют многоразовые пакеты из силикона. В них вы тоже можете хранить или покупать что-то, например, морепродукты, рыбу или мясо. Отличная альтернатива пищевой пленки – это восковые салфетки. Пропитанные соевым или пальмовым воском, они помогают сохранять свежесть продуктов и при этом дышат и не содержат вредных веществ. Их также можно сделать самим. Если хотите подробные мастер-классы по различным эко-товарам, не стесняйтесь, пишите, и я с удовольствием покажу, как их сделать. Вы спросите, а что же тогда делать с мусором? Мы же повторно используем пластиковые пакеты для мусорного ведра. Конечно, более экологично просто выбрасывать мусор прямо из ведра. Но существует и другая альтернатива – сделать бумажный конверт. А когда вы начнете разделять мусор, то все станет на свои места. Стекло, макулатура, жесть, лампочки – это все сухое. Тут конверт не понадобится. Для органики же в будущем можно приобрести специальный компостер. Старайтесь покупать все продукты на развес в свою тару или хотя бы в бумажной, жестяной или стеклянной упаковке. Таким образом, количество одноразового пластикового мусора от упаковок снижается. Основной мусор – это упаковка продуктов питания. Поэтому, покупая продукты в свою тару, можно сильно уменьшить количество отходов, отправленных на мусорный полигон. Помимо магазинов Zero Waste существует Ашан, в котором много продуктов продается на развес, а также различные рынки и базы. Начните больше готовить дома. Существует множество альтернатив в пластиковой упаковке. Например, можно научиться готовить домашний майонез. Откажитесь от пластиковой домашней утвари, заменив ее на фарфор, стекло, металл или дерево. В случае с едой на вынос не стесняйтесь приносить свою тару или просить упаковать вам еду в эко-упаковку. В стеклянных и металлических контейнерах можно брать с собой на работу обеды. Также контейнеры подойдут для хранения и готовки. В магазинах для рыбалки, походов, снаряжения и военторга можно найти замечательные 2 или 3 в одном ложка, вилка, нож. Или, как их еще называют, ловилки. Также есть отдельные наборы, которые легко поместятся в любую сумку или рюкзак. Используйте многоразовую бутылку вместо одноразовой. Это поможет уменьшить количество использованных пластиковых бутылок и сбережет ваш бюджет. Просто набирайте воду в бутылку перед выходом из дома
дома и берите с собой. Не обязательно сразу покупать новую, можно использовать то, что есть под рукой. Сюда же относятся и детские бутылочки. Кофе и другие напитки на вынос наливают в так называемые бумажные одноразовые стаканчики. Но таковыми они совсем не являются, так как изнутри покрыты слоем пленки, чтобы стаканчик не протекал. И их почти нигде не принимают на переработку. Существуют кофейни, которые не только без проблем нальют кофе в вашу кружку, но и дадут за это скидку. А для тех, кто не может обойтись без трубочек для напитков, есть многоразовые. Это безопасная альтернатива одноразовым пластиковым трубочкам. Для чистки и мытья трубочек используются малюсенькие ёршики с длинной ручкой. Вместо чайных пакетиков заваривайте чай в чайнике или в специальные ложки-ситечки. Рассыпной чай для заваривания гораздо лучшего качества. К тому же листовой чай без труда можно найти в продаже на развес. Из всех способов приготовления кофе сегодня многие предпочитают кофемашины с одноразовыми капсулами. А ведь есть и другие, более экологичные способы варки кофе. И один из самых простых – это гейзерная кофеварка. В ее нижней части закипает вода и превращается в пар, который расширяется и выдавливает горячую воду по трубке вверх. Вода под небольшим давлением проходит через кофе, и готовый напиток остается в верхней чаше. Влажные одноразовые салфетки и бумажные полотенца можно заменить тканевыми, а в общественных местах использовать носовой платок и антибактериальную жидкость. Губки для мытья посуды впитывают микробы и не поддаются переработке. Альтернатива – это мочалки из люфы, целлюлозные и вязаные джутовые, а также деревянные щетки из волокон кокоса и бамбука. Для мытья посуды также подойдет натуральное хозяйственное мыло из масла кокоса. Помимо этого можно использовать горчицу, соду и уксус. Менее термоядерный – это яблочный. Также эти средства подойдут для чистки различных поверхностей. А если вы используете натуральные жидкие моющие и чистящие средства, храните их в стеклянных емкостях с металлическими дозаторами. На кухонном полу содержится самое большое скопление различных крошек, особенно если в доме есть маленькие дети. Используйте щетку и совок из натуральных материалов. Практически у всех на холодильнике висит огромное количество разнообразных магнитов из разных поездок. Попросите своих друзей и родственников, чтобы не привозили вам сувениры. Это не экологично, большой пылесборник, да и выглядит совсем не эстетично. Какая-то никому не нужная разносортица. Современные технологии позволяют сегодня делать наши дома комфортнее и теплее. При этом можно меньше тратить на ту же самую электроэнергию, выбирая бытовую технику с высоким показателем класса энергоэффективности. Определенный класс присваивается прибору в зависимости от количества киловатт, которые он потребляет. Каждая буква маркируется на определенном фоне. Буква А на зеленом фоне обозначает высокий показатель энергоэффективности техники, хотя существует еще два класса А+ и А++, обозначающие более высокую энергоэффективность, чем у класса А. Маркировку Б наносит на приборы с более низким показателем энергоэффективности, а остальные буквы показывают самый низкий класс энергосбережения. Также не забывайте вовремя выключать свет и газ, когда вы ими не пользуетесь, и рационально использовать воду, чтобы она не текла зря. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и нажимайте на колокольчик. А также я жду ваши комментарии и вопросы. С вами была Вика. Пока-пока. До новых встреч!